Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто видит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии, что вам понравилось в наших видео, какое видео вы хотели бы, чтобы мы сделали дополнительно. Тем, кто видео уже переслал своим друзьям и знакомым, всем своим знакомым, любимым женщинам, любимым мужчинам. Завтра у вас будет повод обсудить это видео, посмотреть на это видео сквозь призму оптимизма. Тема сегодняшнего видео – как ваш опыт может вдохновить других. Как всегда, этот вопрос мы рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса среди очень многих вопросов, которые нам задают. В чем же преимущество колеса жизненного баланса Long Swim, чем оно отличается от других теорий, концептов. И я сейчас в двух словах попытаюсь ответить на этот вопрос. Колесо жизненного баланса Long Swim, оно имеет миссию стремления к личному и профессиональному долголетию. И когда мы затрагиваем тему долголетия, мы себе честно отвечаем на вопрос. Если мы хотим жить долго и счастливо, мы спокойно ставим себе большое количество целей. У нас есть 8 сфер. По каждой сфере мы можем ставить 2-3 цели на год. Если у вас уже опыт использования колеса жизненного баланса, вы можете смело ставить 5-10 целей на год, и это дает вам возможность за один и тот же промежуток времени сделать вашу жизнь более насыщенной, более сосредоточиться на своих планах. И когда вы уже пройдете этот большой, тернистый, но, надеюсь, наполненный хорошими впечатлениями год, вы плавно перейдете к тому, что ваш опыт может быть полезный для других, и этому посвящена тема сегодняшнего видео. Итак, тема сегодняшнего видео «Как ваш опыт может вдохновлять других». Эта тема относится к сфере личностный рост. Сфера личностный рост предусматривает поэтапное взаимоотношение со знаниями, перейти от получения теоретических знаний, это состояние 0,4 в сфере личностный рост, к состоянию 8-10, когда вы уже сами становитесь наставником, и ваш опыт уже может вдохновлять других. Что значит опыт вдохновляет других? То есть вы свою жизненную историю, ваши неудачи будете другим преподносить как момент мотивации, как момент поиска решения, несмотря на то, что вы в этой ситуации оказались или по незнанию теории, или вы пренебрегли какими-то элементами теории, это разбор ваших ошибок, но, скорее всего, вы это расскажете с позитивом, расскажете, что нужно более уважительно относиться к теории, потому что чем более внимательные люди к теории, тем больше у них возможности достичь своих целей не с 8-10 попытки, а с 1, со 2 или с 3. То есть мы экономим свое личное время для более грандиозных проектов. И вся философия колеса жизненного баланса больше сосредоточится на том, чтобы достигать своих целей экономно, не из последних сил, уметь на пути к цели искать очень много положительных эмоций, несмотря на то, что проект может быть очень сложный, а цель может быть достаточно амбициозной. Давайте рассмотрим, как ваш опыт может вдохновить других через все 8 сфер колеса жизненного баланса. По традиции я еще раз вам напоминаю, что у нас 4 сферы очень сильно переполненными эмоциями. Это сфера друзья и окружение, это сфера отношения и семья. Можно даже сказать, что эти 2 сферы по закону Парето демонстрируют 80% эмоций, которые вообще существуют в вашей жизни. Следующая сфера, она спокойная, рассудительная, полна эмоциями, так сказать, длительными. Это сфера яркость жизни. Следующая сфера
в которых эмоции тоже хватает, но они в основном там рождаются. Это сфера духовный рост и творчество. И в этих сферах очень важно, когда вы взаимодействуете с людьми, уметь людей мотивировать, вдохновлять. То есть вы будете находиться в коммуникации с людьми в состоянии 4-8. Ваша эмоция посвящена какому-то действию, ваша эмоция более положительная. А люди, которые будут вас слушать, которые будут перенимать ваш опыт, они, скорее всего, будут находиться в состоянии 0,4. Пожалуйста, учитывайте это, относитесь к этому с пониманием, потому что люди в состоянии 0,4, они еще не нашли тех людей, которые могут стать их наставниками. Если вы в сфере наставничества найдете какое-то воодушевление или какую-то вторую жизнь, пожалуйста, не оставляйте это дело, потому что для того, чтобы вдохновлять других людей, нужен определенный талант, ну и большой жизненный опыт, потому что люди хотят учиться на чужом опыте, стараются избегать тех ошибок, которые в вашей жизни произошли. Ваша задача на ваш пройденный путь смотреть сквозь чувство юмора и понимать, что, возможно, найдется тот человек, который передаст вам знания таким образом, что вы осознанно поймете, что повторять эти ошибки не ваша миссия, то есть миссия состояния 4-8, дойти до цели с минимумом затрат эмоциональных и физических, миссия в состоянии 0,4, получить как можно больше эмоций и при этом не двигаться в отношении целей ни шага. То есть это эмоции, переживаемые на месте, цель по-прежнему далеко, вокруг нет единомышленников. Вот это вот состояние 0,4. Рассмотрим сферу яркость жизни. Это первая сфера, где рождается наставничество, то есть вы в сфере яркой жизни все планируете. Сфера яркой жизни – это та сфера, которая отвечает за то, чтобы в вашей жизни был баланс между работать и отдыхать. И если мы говорим о наставничестве, то вопрос, к чему отнести наставничество. Это сфера работать или это сфера отдых. Я не буду давать сейчас правильный ответ. Приглашаю всех к дискуссии. Пожалуйста, напишите в комментариях, к чему мы относим наставничество. Это сфера работа или это сфера отдых. В сфере яркость жизни, почему мы уделяем наставничеству дополнительное время? Наставничество позволяет вам ваш жизненный опыт очень быстро структурировать. Каких теоретических знаний вам не хватает, какие практические навыки вы хотели бы подтянуть на более высокий уровень. И это все позволяет вам в сфере личностный рост запланировать через обучение. Если вы не нашли те курсы, которые вам подходят, тех людей, которых вы готовы слушать, вам нужно искать наставника. И один из способов поиска наставника – это самому перейти в наставничество, и таким образом вы через наставничество найдете того человека, который знает профессиональные темы гораздо лучше, чем вы, потому что он уже много времени посвятил этому вопросу, а вы только начинаете этот вопрос решать. Поскольку сферы яркость жизни и духовный рост и творчество, они очень между собой сильно взаимосвязаны, плавно перейдем к сфере, где рождаются ваши жизненные принципы, как здесь ваш опыт может вдохновить других. Сфера духовный рост и творчество отвечает за взаимодействие, то есть вы взаимодействуете с другими людьми через призму своих жизненных принципов. Есть два жизненных принципа. Вот эти жизненные принципы тех людей, которые их разделяют, я готов слушать, уважать и длительно проводить с ними время. И есть жизненные принципы, нарушение которых вы считаете для себя неприемлемым, и вы от этих людей стараетесь дистанцироваться. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вам очень важно сосредоточиться на своих целях и на своих целях. И когда вы сосредоточитесь на своих целях, вы с удивлением очень быстро обнаруживаете, что появляются единомышленники, появляются те люди, которые готовы вам активно помогать, то есть вам не нужно прикладывать каких-то больших усилий. Если в сфере
духовный рост и творчество, вы уже находитесь в состоянии 8-10, то есть вы уже можете другим людям помогать формулировать их жизненные принципы, тогда можете смело переходить в наставничество. У вас это очень хорошо получится, потому что по большому количеству единомышленников, которые вокруг вас объединяются, вы поймете, что вы уже умеете вдохновлять других людей, помогать им формулировать свои жизненные цели, помогаете им планировать. Это тоже такая хорошая миссия. Таких людей, как вы, очень мало. Берегите себя. Вами гордится мир. Следующая сфера, в которой опыт передается больше всех, это передача профессионального опыта, это передача опыта какого-то управленческого, это передача опыта управления коммуникациями в команде, это сфера карьера и бизнес. Колесо жизненного баланса LongSwim, пожалуй, единственная концепция, которая говорит о том, что 2 раза в год, пожалуйста, попробуйте сформулировать ваше желание открыть собственный бизнес, пожалуйста, спланируйте ее, просчитайте, нужен он вам, не нужен, понимаете, то есть насколько оправданы ваши ожидания. И любой ответ на развитие собственного бизнеса положительный, да, вы готовы его начать, вы готовы его инвестировать, у вас достаточное количество экспертов, у вас есть единомышленники, вы готовы рискнуть какой-то суммой и готовы потерять ее, но приобрести этот жизненный опыт. Или вы получите отрицательный ответ, это сейчас не рентабельно, вам нужно еще какие-то дополнительные деньги, дополнительный партнер. Это означает то, что в этом году не стоит это начинать. В следующем году, когда вы повторите эти действия, просчет собственного бизнеса, вы поймете, что сейчас созданы благоприятные условия. В 2 словах это означает, что если в вашей жизни будет какой-то благоприятный шанс начать новое дело, сделать собственный бизнес, в котором вы не будете принимать активного участия, это всегда говорит о том, что если в вашей жизни выпадает шанс, пожалуйста, пользуйтесь им. Благодаря вашим жизненным принципам жизнь дает вам возможность реализовать свои мечты и старания таким вот образом. Следующая сфера, где ваш опыт может вдохновить других, это сфера деньги. Мы людей, которые имеют достаточное количество денег, слушаем всегда более внимательно. К сожалению, это в обществе вызывает какое-то восхищение. В колесе жизненного баланса LongSwim мы одинаково уважаем тех людей, которые умеют зарабатывать деньги, которые умеют инвестировать деньги. И мы очень сильно желаем, чтобы в вашей жизни появлялись те люди, которые умеют делать рискованные проекты, инновационные проекты, какие-то проекты, которые приходится делать первый раз. Это всегда люди, которые умеют как бы совмещать разумный риск с стремлением сделать первый шаг. В сфере деньги, нужно ли делиться своим опытом приумножения денег, насколько это для вас важно, или вообще стоит ли раскрывать секреты финансового благополучия. Напишите, пожалуйста, в комментариях ответы, как вы относитесь к сфере финансового благополучия, хотите ли вы делиться историями успеха, какими-то лайфхаками, потому что здесь есть 2 противоположные точки зрения. Если я добился финансового успеха, я должен держать это в тайне, это залог моей конкурентоспособности, или я готов делиться какими-то моментами, которые помогают другим людям стать более состоятельными, стать более богатыми. Сейчас мы говорим об вдохновении, то есть мы говорим о том, что ваша история успеха будет вдохновлять других людей делать попытки выйти из своей зоны комфорта, выйти на более высокий профессиональный уровень, на более высокий личностный уровень. То есть заранее идти на действия, которые будут интересны не только вам, но и вашему ближайшему и далекому окружению. Если эта информация будет вдохновлять людей, да, мы считаем, это можно делать и даже нужно делать, а вот стоит ли раскрывать профессиональные успехи финансового благополучия, пожалуйста, напишите в комментариях. Переходим к следующей сфере. Это сфера личностный рост. Как ваш опыт помогает вдохновлять других. Вот сфера личностный рост, она очень сильно заточена на то, что
все знания, которые мы стараемся преподать, они всегда рассматриваются сквозь призму личного опыта, и мы хотим сознательно или бессознательно выглядеть лучше в той ситуации, в которой мы оказались. Я рекомендую вам всегда оставаться самим собой, искренне рассказывать о тех чувствах, которые вы пережили. Это может быть чувства отрицательные, глубокие переживания страха, стресса, волнения за свое ближайшее и далекое будущее. Самое главное, что вы пережили тогда, и самые важные чувства, которые у вас родились, вы не потеряли свою мотивацию и стойко шли к цели. Вот такая информация всегда будет для людей полезна. В сфере личностный рост очень важны инсайты. Инсайты – это какие-то озарения, которые мотивируют вас действовать, что-то в своей практической деятельности менять в лучшую историю. Теории в сфере личностного роста – это состояние 0,4 всегда много. В этой теории очень сложно разобраться. Как правило, люди стараются следовать за тем тренером, за тем преподавателем, который вдохновляет. Поэтому кроме хорошей теоретической подготовки очень важно развитие собственных способностей на уровне «я умею рассказать это и вдохновить так», что люди после моего рассказа понимают, что их жизнь может быть построена в лучших традициях, о чем они мечтали. Переходим к следующей сфере – здоровье и спорт. Пожалуй, наверное, в сфере здоровья и спорта ваш опыт может вдохновить других. Почему? Потому что тема спорта, сфера здоровья и спорт, на наш взгляд, она на 80% состоит в том, что мы спорту уделяем 80% своего времени, 20% времени мы уделяем медицине. Как ни странно, медицина движется семимильными шагами к тому, чтобы мы стали долгожителями, уже меньше болезней, которые не поддаются лечению. Мы вам рекомендуем вот здесь, вот в этой сфере, если получился какой-то инсайт в сфере медицины, когда вы нашли себе вдохновение своему здоровью уделить должное внимание, нашли себе силы после какой-то продолжительной болезни или краткой болезни мобилизоваться. Почему бы нет? Расскажите свою историю успеха. Можете это сделать у себя в комментариях. Можете этот мотивирующий текст переслать кому-то лично, считая, что мотивация – это такое вот тонкое явление. Я еще раз обращаюсь к состояниям. Если вы находитесь в состоянии 8-10, вам легко будет рассказать свою историю успеха, потому что это говорит о повышенной вашей хорошей энергетике. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вы, наверное, выберете случай, повод, какое-то своевременное мероприятие, на котором можно это рассказать. И в состоянии 0,4 вы, скорее всего, о своей истории успеха, то, что привело к набору какого-то жизненного опыта, не будете рассказывать. Поэтому все видео в колесе жизненного баланса Womb построены на том, что если мы слышим вашу историю успеха, это значит, вы поднялись из своего состояния 0,4 до состояния 8-10, с чем мы вас искренне поздравляем. Те, кто находится в состоянии 0,4 и не знают, какие сделать первые шаги, мы вам рекомендуем посмотреть наше видео, найти те инсайты, которые для вас будут именно мотивирующие, вдохновляющие, и, следуя живым рекомендациям в наших видео, пробовать те инструментарии, которые мы рекомендуем. Кому-то они подойдут сейчас, кому-то подойдут позже. В любом случае вы найдете что-то полезное, что поможет вам приблизиться к вашим целям. В спортивных достижениях как очень важно через свой опыт вдохновлять других. Первое – это соревнования. Даже если вы не заняли призовые места, ваш опыт, ваше участие вдохновляет других участников на то, чтобы к соревнованиям готовиться, стремиться выжать из своего физического состояния самые лучшие достижения. В этом может быть и заслуга тренера, но для тренера очень важно, чтобы ваша мотивация была всегда на высоте,
Поэтому здесь делитесь своей историей успеха и опытом с тренером. Если есть возможность на каких-то сборах, соревнованиях высказаться и поделиться своим вдохновляющим, а вдохновляющее что-то у каждого свое. Это может быть какой-то герой, это может быть какой-то пост, это может быть крайняя точка, когда вы уже не хотите находиться в таком удручающем состоянии, а может быть победа вашего товарища по команде вдохновит вас на то, что вы тоже можете сделать успех в этой сфере. Переходим к сфере друзья и окружение. Здесь хорошей традицией может быть то, что вы среди своих друзей и окружения, даже находясь в состоянии 0,4, будете делиться более положительными эмоциями, более интересными событиями. Если вы находитесь в состоянии 0,4, пожалуйста, среди недели, среди месяца найдите возможность один день посвятить позитиву, постарайтесь своего друга, одноклассника, знакомого, коллегу порадовать своим каким-то инсайтом. То есть любой ваш опыт это может быть превращен в инсайт. Почему? Потому что когда вы рассказываете и делитесь какой-то конкретикой, другой человек в этом в вашем рассказе может увидеть инсайт. Он может быть не связан с вашей историей, но дает возможность этому человеку вот на мгновение, а может быть на длительный период времени сосредоточиться на своих целях, и будет бы очень прекрасно, если он потом вам скажет благодарность лично, или это будет в виде какой-то благодарности, в виде улыбки или счастливого выражения лица. Переходим к сфере, которая переполнена эмоциями, и где вам очень важно в отношениях не забывать о том, что у вас или у вашего любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины может быть свой жизненный опыт, и в этом жизненном опыте вы можете найти что-то вдохновляющего. Почему? Потому что мы в отношениях с людьми находимся ради того, что этот человек уникальный, чем-то замечательный, чем-то для вас дорогой. И если мы будем концентрироваться на тех вещах, которые вас раздражают, которые вас не устраивают, это все по накопительной, и через некоторое время даст себе знать. Мы вам рекомендуем все-таки, если вы зашли в отношения, эти отношения укреплять, то есть вклад в отношения должен быть равномерный как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Тем, кому интересна эта тема, можете в плейлисте «Колесо жизненного баланса» любимого человека посмотреть видео, которые помогают вам в родном, близком человеке увидеть что-то замечательное, прекрасное, то, что будет вас вдохновлять, укреплять эти отношения. Если вы понимаете, что отношения уже не спасти, и они уже себя и исчерпали, пожалуйста, сосредоточьтесь на своих целях. Помните, что любые отношения, даже если они закончились печально или не очень хорошо, они дают вам жизненный опыт. И рассказав этот жизненный опыт для других, вы можете других людей вдохновить на то, что отношения можно построить по-другому, которые приведут их к счастливому финалу, а именно к миссии колеса жизненного баланса, к долголетию личной жизни. Подводим итоги сегодняшнего видео. Первый раз мы раскрыли тему опыт и вдохновение. Я считаю, что любые инструменты, которые дают вам вдохновение, они нуждаются в массовом продвижении, потому что сегодняшняя жизнь сложилась таким образом, что нас гораздо больше окружает контента, что не так в этом мире, что нас расстраивает. И очень много такой информации, которая нас не вдохновляет. Пожалуйста, напишите о своей истории успеха, что вас вдохновляет. Напишите, пожалуйста, о тех людях, которые вам подарили вдохновение. Можете указать их в виде активной ссылки в наших комментариях. Мы все это обязательно посмотрим, и это будет для нас вашим вдохновением для того, чтобы мы еще раз делали наши видео регулярными и качественными. А сейчас я вам всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.